Так получилось, что в детстве я часто каталась по России. Я родилась в Великом Новгороде, пошла в садик в Москве, потом было 2 школы в Чебоксарах и еще одна в Новгороде. В Чебоксарах я вообще переезжала, наверное, раз 17 внутри города. С 7 до 11 лет любимым действием было гулять вот по абсолютно новому месту, по абсолютно новому району, впитывать вот эти вот визуальные новинки. Я помню просто, как папа меня брал, мы шли осматривать территорию, и он в кармашек джинсовки вот так вперед клал слайдер Nokia, и мы вайбили, ходили под Space Magic Fly. Я думаю, я тогда что-то почувствовала. Естественно, приходилось менять школы и окружение, и детский мозг из-за стресса, наверное, придумывал начать рисовать граффити. В 11 лет в городе Чебоксары в магазине Мегамолл был куплен первый флакончик Тренд синий и сделана тега с короной. Тега с короной первая в арке у дома. Потом я пришла домой и поняла, что мне пизда. У меня буквально вот эта тега нарисована везде в комнате, там на столе, на компе. А дом новый, и там буквально не было ни одной теги вообще. Я пошла бафнула сама себя тогда. Что-то почувствовала во второй раз. Вектор был определенно найден, наверное. Вообще, я думаю, частая смена декораций в том возрасте повлияла на меня положительно. Очень много тогда инфы вкладывали в мою голову. Я часто ездила на море, учила чувашский, французский, занималась танцами, журналистикой. Я училась там в каких-то гимназиях, у меня были постоянные репетиторы. У меня, была женщина, которая после школы забирала меня и отводила строго до дома, чтобы я не нашла времени там похулиганить, сигаретки попробовать. Короче, меня там прям берегли, чтобы я, не дай бог, на улице не шлялась, гадостями не занималась. Я не понимаю, откуда я словила такой прикол. Наверное, хотелось какого-то бунта вот этого. Чем больше запрещаешь, тем больше хочется. Но в минусах то, что я теперь нахожу скучным жить вот на одном месте больше 3 лет. Мне нужны часто какие-то минимальные путешествия, смена обстановки, то есть суета какая-то. Я не понимаю, как можно учиться там было в одном городе, в одной школе, да, даже вот в одном универе, потому что у меня их было 2. И вот видеть каждый день одно и то же, ходить вот одними и теми же дорогами, crazy, я не понимаю. Вообще удивительно, что я рисовать-то начала. Я особо это никогда не любила, меня в художку не взяли. Но я всегда дома сооружала из бумаги что-то, ламинировала журналы скотчем, делала вулканы из папье-маше. Я очень любила писать плакаты со шрифтами. Я прям помню, как у меня так ровненькие буквы, такие красивые получались. Я не могу себя отнести ни к бомбингу, ни к так называемому стрит-арту, какой-то антистайл я тоже, мне кажется, не делаю. Я вообще не понимаю, что тут происходит. Так-то мне граффити дало дохуя. Это большая часть моей осознанной жизни. Очень прикольные персонажи мне на пути попадались, конечно, вообще молодцы. Вот эта вот пятилетка вообще, да, с 20 до 25 лет вообще смешная. Я не понимаю иногда, как я осталась жива, зачем я делала какие-то поступки. Просто, да, это было, это смешно, это какой, слово опыт, конечно, я не знаю, можно сюда, да, отнести? И сейчас, конечно, вообще все стало поспокойнее. Я пока не могу понять, нравится мне это или нет. Залазить, перелазить жестко как-то не тянет куда-то, но приходится еще. Сейчас просто вот такой период, когда банально хочется простого людского стоять пшикать у стены, о своем думать. Но это взросление вроде называется, круто. Не всегда же обезьянничать. Сейчас вообще период жизни интересный. Я понимаю, что все меняется, но пока не понимаю, к чему это все приведет.
Но мир может сейчас в любой момент рухнуть, и нужно успеть до джаза. Вокруг много красивого существует. Вообще, если это просто замечать. Я очень люблю просто ходить по улице, крутить головой. Но вот иногда хочется, чтобы люди посмотрели вот на мир моими глазами, чтобы просто ничего не объяснять. Я вот иногда реально не понимаю, не могу объяснить какие-то вещи, почему я делаю что-то вот так вот. Потому что я вот так вот делаю. Для меня вот все-таки визуальная составляющая очень важна, вот какие-то детали. Я бываю очень придирчива, потому что с детства ко мне были очень высокие требования. Я вот их унесла с собой во взрослую жизнь, и только-только недавно меня отпустила. Я уже даже к тем же кускам уже не так же отношусь, да, как, скажем так, трепетно. Я знаю, что я делаю много лет одно и то же, по сути, но всегда получается что-то разное. И не так, как я захотела в голове, но я в восторге от того, что я делаю, от того, какой будет результат. И вот я только недавно к этому пришла. Все-таки важно хвалить себя, оборачиваться и сравнивать себя с прошлой версией. Просто вот приятно понимать, какой путь пройден и что вообще можно делать все что угодно. Главное, хоть что-нибудь делать. Да хуя хочешь, да хуя будет. Вот так вот это работает. Просто нужно, наконец, перестать бежать, начать наслаждаться жизнью, прикалываться. Все уже друг у друга перебайтили, мы можем жить спокойно. Я не представляю, вот чем бы я занималась, если бы не рисовала. Я вот вообще не люблю такое, типа, как это представить, меня без счастья меня. Качалась бы, это тоже большая часть жизни моей. Я довольно много этим занимаюсь, у меня это получается. Голову разгружает. Иметь сильное тело круто, да, и просто хочется в старости вести активную жизнь. Плюс это дисциплинирует, есть режимность. Просто очень важно бить в одну точку по расписанию, если хочется чего-то пиздатого. Есть догадки, что я как будто бы иногда заставляла себя делать много лишних вещей в жизни. Например, думать, что я не творческий человек, хотя вот я до сих пор как-то. Вот эти два слова пока еще мой организм не принимает. Я когда-то работала 5-2, и я себя ощущала тогда Ханной Монтаной, чисто жила две жизни. Было прикольно, до ночи с рисования в офис приходишь, отмываешь руки, потом на планерках сидишь, на встречах скетчи рисуешь. Вайб определенно был, такое таинство увлечения. Я даже как-то умудрилась попасть в международную компанию. Вот там я вообще окончательно поняла, что это все, это не мое, я этого не хочу. Я, буквально ощущение, вот я живу не свою жизнь. Мне это не нужно. Там все, знаешь, люди взрослые, smart casual, мне предусматривает спортивные штаны. В общем, бред. Я очень надеюсь, что такого у меня не повторится. И сейчас занимаюсь ювелирным таким направлением. Делаю всякие штуки, хочу аксессуары делать. Я думаю, у меня все получится. Короче, резюмирую. Замечайте красивые сочетания предметов вокруг. Вайбите, занимайтесь поддержанием мышечного каркаса. Хоть что-нибудь как-нибудь делайте. Все, пока.